Друзья, приветствую вас! Это выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения в позициях SOT SFTC произошли, а также некоторые важные новости, которые могут повлиять на тренды, особенно на российском рынке. Итак, вернемся к календарю событий, то, что происходило в пятницу, вчера. Итак, решение ЦБ о том, чтобы поднять ключевую ставку, вроде как поднятие ключевой ставки оно превышает ожидания на 0,25%, но единственное, это прогноз, он был слишком стар. То есть буквально на неделе текущей изменились обстоятельства, начали повышать ставки банки развивающихся стран, так называемых, и поэтому вполне логичный ход такое действие. Итак, на секундочку к заявлению. Приняли решение повысить ключевую ставку, экономика восстанавливается более уверенно, растет внутренний и внешний спрос. Итак, друзья, давайте посмотрим, как на самом деле обстоят дела в экономике РФ. Вот это месячный таймфрейм по нефти Brent. Ну, как известно, у нас нефть это является прокси, наша экономика прокси на нефть. Все остальные ресурсы, они в той или иной степени завязаны на нефть. И мы сейчас имеем, что текущие цены на нефть, они соответствуют тому, что было в конце 2019 года. Но при этом надо понимать, что объем поставок минус 10%. То есть мы сейчас вошли в эту область. Судя по всему, вот здесь есть определенный предел. И для нефти вполне логично будет находиться сейчас в диапазоне 56,5-66,4. И я думаю, что в ближайшее время вот этот рост, который шел фантастически, он немножко до 76,7 не дошел до своей цели, но ему вполне логично притормозиться и консолидироваться вот в этом диапазоне. Соответственно, у нас движение по экономике, оно идет строго в корреляции с нефтью, и поэтому здесь весьма вероятно, что вот это так называемое уверенное восстановление, оно либо начнет стагнировать, либо начнет откатываться. Так, ну что касается внутреннего спроса, это объем продаж розничных. Он не восстановился в полном объеме. Мало того, за февраль он начал подсыпаться. Здесь на самом деле минус 3% от показателей 2019 года, то, что мы наблюдали во второй половине 2020 года. То есть восстановление где-то уперлось в минус 3%. Вот этот всплеск, который в январе-феврале возник, возможно, он даже возник не из-за того, что начали расти цены на нефть, а из-за того, что вот здесь вот, в этой точке, в этом диапазоне возник отложенный спрос, который под Новый год, когда люди хотели сделать близким подарки, там, попутешествовать и так далее, он, соответственно, реализовался вот здесь вот. И на текущий момент вполне вероятно, что внутренний спрос, он расти и отскакивать не будет, так как это планировалось. Вот. И здесь у нас налицо достаточно негативная и печальная ситуация. Далее, следующий показатель, на который Центробанк опирается, это инфляция, оно же индекс потребительских цен. Так, ну и что мы имеем? У нас сейчас на текущий момент инфляция достигла максимума, как это было в апреле за март 2019 года. То есть мы имеем вот такой вот холмик. При том, что не восстановились полностью доходы. Но вот это следует из объема розничных продаж, потому как эта динамика, она очень часто отражает то, что происходит с реальными доходами. Только здесь денежные единицы и различные статистические формулы, которые приводят к определенным результатам, их применять достаточно затруднительно. Далее, вчера вышли данные по поводу ВВП. По поводу ВВП получается у нас минус 2,8%. Предыдущее значение было минус 2,4%. То есть, ну, в общем-то, снижение ВВП и никакого оптимизма и позитива нету. Глава ЦБ утверждает, что идет уверенное восстановление, но однако из динамики ВВП, что не происходит надлежащего роста, а происходит только рост инфляции, следует, что уверенного роста нету, а действия, которые связаны с повышением ставки, они как раз связаны с тем, чтобы купировать растущую инфляцию и не допустить негативных последствий, которые, исходя из этого, могут произойти. Потому что инфляция — это всегда
потеря реальных доходов населения. Так, друзья, далее уровень безработицы по РФ 5,7%, как и предполагалось, но здесь как бы эти данные, они статистически очень имеют много возможностей для оптимизации. Далее число активных буровых от Baker Hughes 318 против 309. Здесь внезапно за эту неделю произошел рост на 10. До этого такого роста не было, там на одну установку. Но там события, они были приурочены с ликвидацией последствий заморозков в Техасе. Вот сейчас действительно здесь произошел рост. Но я думаю, вот 320 это скорее всего некая верхняя реперная точка, выше которой для того, чтобы пошло увеличение буровых установок, это значит, что ожидание дальнейшего движения цены на нефть, что мы не вернемся в этот консолидационный диапазон, а мы пойдем выше на 76,7 и возможно даже далее. Пока, с моей точки зрения, больше факторов указывает, что все, хватит, надо отбиться и куда-то сюда прийти. Ну и, в общем-то, если мы переходим на график, число активных буровых, я именно на них ориентируюсь, не на общее число, а на активные. Оно здесь подходит к такому плато, и без существенного рывка цен на нефть, я думаю, дальнейшего роста не будет. Все движение будет в районе этой точки, там 300-320, даже точнее 290-320. Так, друзья, далее позиции SOT SFTC по британскому фунту. Здесь продолжается снижение лонгов, то есть спекулянты, а это именно позиции нон-коммерсов спекулянтов, они не делают ставку на то, что на предстоящей неделе будет рост британского фунта против доллара. Обращаю внимание, что вот эти позиции, их снимают во вторник вечером и отображают в пятницу вечером. Соответственно, здесь нельзя сказать, что это вот прямо опережающий индикатор, но между тем есть очень высокая степень корреляции между изменением, которое происходит в этом показателе, и движением на следующей неделе, по крайней мере в первой половине следующей недели. Так, далее алюминий. По алюминию боковик. По меди идет также снижение лонгов, но здесь по меди действительно надули очень мощный пузырь, и необходимо немножко выпустить пар для того, чтобы в дальнейшем поверить на продолжение роста, развития зеленых технологий, продолжить рост меди. Так, друзья, ну вот позиции спекулянтов по сырой нефти, что здесь интересно? Интересно здесь то, что с одной стороны произошло снижение лонгов, то есть ожидают продолжения коррекции, продолжения снижения, но с другой стороны, как мы видим, лонговые позиции, они не потеряли своего восходящего тренда. Так что пока по нефти действительно наиболее вероятно на предстоящей неделе будет боковик. Отдельно мы рассмотрим диапазон этого боковика, но здесь пока никаких оснований для дальнейшего роста или существенного снижения цены на нефть, исходя из изменения позиций SOT SFTC, не наблюдается. Так, друзья, далее золото. Здесь спекулянты наконец-то начали наращивать лонги. Ну, это связано со многими факторами, но ключевой фактор то, что золото растет, когда два момента, особенно пересекаются эти два момента. Это времена нестабильности и рост инфляции. Ну, здесь, я думаю, в большей степени речь идет все-таки сейчас о том, что ожидается рост инфляции, и поэтому золото начинает постепенно пытаться отыграть свои позиции. Исходя из вот этого изменения позиций нон-коммерсов американских спекулянтов, следует, что на предстоящей неделе ожидают рост цен на золото. Так, далее NASDAQ, американский хай-тек, но здесь, в общем-то, количество шортов, оно осталось неизменным, и поэтому здесь, судя по всему, ожидается движение в боковике. По природному газу идет наращивание шортов. Ну, здесь ситуация, она вполне естественна, потому что холодная зима миновала, ну где-то она еще не до конца миновала, но она в любом случае минует, и поэтому корректировка цен на газ, она здесь видится неизбежной. Так, ну вот здесь по S&P немножко нарастили шорты, соответственно по S&P ждут небольшого движения вниз, но это скорее всего продолжение попыток скорректироваться, но на текущий момент, с моей точки зрения, до наступления апреля и даже теперь уже середины мая, с учетом переноса налогового
отчетов в Соединенных Штатах, возможно, мы ничего такого ужасного не увидим. Ну да, какие-то проливы, возможно, произойдут, но они, я думаю, не будут столь критичны, столь существенны. Но это не значит, что не может прилететь черный лебедь в любой момент, потому что вся финансовая система, она находится в метастабильном состоянии, когда достаточно одного центра кристаллизации для того, чтобы пошел процесс, который всю эту систему резко накренит и изменит. Так, далее серебро. По серебру здесь ситуация, она немножко отличается от золота. Здесь наоборот снизили лонговые позиции спекулянты, но я все-таки думаю, что по серебру наиболее вероятно будет боковик. Мы серебро потом отдельно на графике рассмотрим. Я думаю, вот эта ситуация с серебром, она не полностью отражает то движение, которое произойдет на предстоящей неделе. Так, канадский доллар здесь немножко подрезали лонги, то есть ожидают его снижения против американского доллара. Это вполне естественно в рамках того, что мы видели по фунту. Ну и то, что нефть, она все-таки ожидает небольшой коррекционный откат по ней. И в этом плане канадская валюта, она очень интересна. Она интересна с одной стороны, потому что она прокси в какой-то степени на нефть, с другой стороны она прокси на англосаксонский финансовый мир. Если уж совсем так утрированно шутить, это как американский рубль. Так, по мексиканской валюте из лонгов спекулянты перевернулись в шорты, то есть ожидают снижения песо против доллара. А бразильская валюта реал, здесь небольшое наращивание шортов. Ну, собственно говоря, бразильский Центробанк лихо поднял ставку ключевую, и поэтому здесь никакого движения не произошло. Далее, вот отвернулись от японской иены, значительно нарастили шорты, ожидают снижения японской иены против доллара. А вот по рублю очень интересная ситуация. По рублю мы, в общем-то, перешли через Рубикон. Здесь вообще красота, пересекли нулевую линию и пошло наращивание лонгов по рублю против доллара. Пока это не указывает на какой-то значительный тренд, однако такое пересечение, оно в ближайшее время, вот такой вот растущий тренд может вызвать и, соответственно, укрепление рубля против доллара. Хотя мы с вами видели по позициям SOT SFTC, ничего и близкого нету по движению канадского доллара и даже других валют, мексиканского песо, британского фунта. То есть рубль здесь стоит особняком. Что-то происходит, чего мы пока до конца не знаем или не понимаем. Так, друзья, ну и вот что касается евро-доллара, здесь идет исход из лонгов евро. То есть здесь вполне как бы мы с вами видим устойчивый тренд. Все валюты, кроме рубля, по-людски проседают против доллара. И только рубль стоит непокоренный. Так, друзья, ну и вот индекс доллара, давайте тоже посмотрим соты. По индексу доллара произошел значительный рост. То есть, видите, здесь прямо-таки взлетели. 9 марта, ну здесь дата, поскольку на вторник снимается, были шорты у спекулянтов. 16 марта на этой неделе уже стали лонги. То есть здесь, судя по вот этому движению, произошел существенный разворот в индексе доллара. Так, ну и вот биткоин, фьючерс на биткоин на Чикаго. По биткоину здесь нарастили шорты. То есть если 9 мая было минус 1900, то стало на 16 марта минус 2,6 тысячи. То есть получается, как бы доллар, он вытягивает жизненную силу из всего, кроме рубля. Так, ну давайте проверим, чтобы по рублю убедиться, что здесь нету никакого подвоха. Вот эта вот табличка, которая с сайта SFTC, здесь у нас получается действительно вот non-commerce, то, что мы смотрим, то, что я считаю наиболее эффективно. Здесь у нас получается на 16 марта, то есть на вторник, когда сняли данные, лонгов стало 10 300, шортов 6400. Ну, то есть вот эти данные 4000 нетто позиция, они подтверждаются. Так, друзья, ну резюмируя общую ситуацию, то, что касается SOT SFTC, здесь на предстоящей неделе, вероятно, продолжится укрепление доллара против всех валют. С рублем какая-то ситуация исключительная. Возможно, на следующей неделе поступят новости, которые будут вполне как бы способствовать тому, что рубль, если уж и не укрепится к доллару, потому что сейчас в это как-то особо не верится,
но, по крайней мере, удержит те позиции, которые он достиг, и пробудет в боковике. По золоту на предстоящую неделю ожидается рост, по нефти боковик, попытка удержать позиции, достигнутые выше уровня 56-67. Ну, здесь, я так думаю, будет на самом деле движение все-таки в консолидации повыше, где-то начиная от 62-63 до 67. Но по нефти здесь ситуация непростая. На недельном таймфрейме у нас, по сути, произошел разворот. И исходя из недельного таймфрейма, было бы вполне логично, чтобы в ближайшее время, ну там в течение, допустим, апреля месяца, было совершено движение в диапазон 56, 67, 55. Вот. Но судя по тому, что пошел отскок в пятницу, я думаю, вот все-таки весьма вероятно предстоящая неделя принесет диапазон 62,5, 66,5. Вот где-то здесь вот, я думаю, и будем колебаться. Но опять же, пробой вот этого значения 61,4, оно может привести к тому, что очень быстро будет совершено движение в район 56,6. Так, друзья, ну и давайте рассмотрим на понедельник, какие планы, что произошло в изменениях позиций на форте ММВБ. Фьючерс РТС. Здесь на понедельник ожидание отскока. Так, далее Сбербанк. По Сбербанку делают ставку на коррекционный откат. Газпром. Ну, по Газпрому здесь ждет боковик, судя по всему. Небольшая попытка роста, но в целом боковик. Опять же, здесь вот эти вот изменения, которые происходят, они могут быть связаны с тем, что меняется диспозиция из-за недавнего перехода в новый фьючерс. Норникель, здесь также ставка на боковик, но скорее всего будет все-таки движение к верхней границе. Рубль-доллар, а вот здесь, соответственно, ставка на укрепление доллара к рублю. И, кстати, вот по поводу позиций SOT FTC по рублю, то, что американские спекулянты, нонкоммерцы перевернулись в лонг. Вполне может быть, что эта ситуация на самом деле, она стратегически ни о чем не говорит, но это движение, переворот спекулянтов был связан с тем, что они ожидали или кто-то, возможно, как-то прозрел и узнал о том, что Центробанк в пятницу будет увеличивать ставку. Возможно, это действительно не имеет никакое отношения к тренду и к тому, что рубль устойчивая и сильная валюта, и не сыпется, как остальные, к доллару. А вполне может быть, что это связано с разовым событием, что кто-то, скажем так, предвидел увеличение процентной ставки ЦБ. Евро-рубль. А вот здесь ставка на то, что так же, как и по доллару, ожидается рост евро к рублю. Так, евро-доллар, но здесь сложно что-либо сказать. Фунт, здесь четкая ставка на то, что фунт к доллару будет проседать. Нефть Brent, здесь боковик, ждут небольшого отскока и продолжения небольшого роста по нефти. Серебро, здесь боковик с движением к нижней границе. Я так понимаю, здесь речь идет о 26, возможно 25,9. Золото, но здесь однозначно ставка на рост. Так, вот природный газ, интересная ситуация. Здесь ставят на то, что газ будет отскакивать и расти в понедельник. Так, друзья, ну все, основные моменты. Спасибо вам за внимание, хороших выходных. Используйте в своих торгах мою информацию. Надеюсь, моя аналитика позволит вам увеличить ваши доходы в торговле. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.